Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на 3 вещи, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Наконец-то закончился хакатон. Для меня он закончился, я не знаю, минут 10 назад, наверное, или еще чуть-чуть длится. Всем раздать грамоты и все остальное. Ну, оно в автоматическом режиме, конечно, происходит, но все-таки. Значит, хочется опубликовать приложение, и в прошлом видео, которое посвящено мобильному приложению, мы сделали, пока работали, послали Cloud-код заниматься автоматизацией создания видео, клацать, как запускается GPS на мобильном устройстве, и снимать об этом видео. Он смог запустить через кабель управления телефоном, и также через кабель, через АБДшку он смог запустить видеозапись того, что он делает. Вот, и он уже натыкал там отправлять это в Google. Я такой, стой, подожди. Да я хоть посмотрю, что ты там записал. Вот, и сегодня мы хотя бы посмотрим, что он там записал. А если хочешь файл, я скачаю. Да, скачай мне, пожалуйста, этот файл, я хочу на него посмотреть. И скажи, пожалуйста, сколько у нас там инпутов? То есть у нас там 3 инпута, и они вообще ждут 3 видео от нас? Или 2 инпута? Ну, то есть сколько там инпутов и что мы должны им предоставить? Ну, да, дай мне, пожалуйста, задачу, я, скорее всего, нарежу. Вот уже здесь 93%, но это ничего. Я думаю, он нам быстренько ответит, и это будет просто. Пока что нам нужна его память. Я его не собираюсь компакт делать. Так, видео есть, звук должен быть тоже. Перед записью я проверил, что нету никаких дефектов. Было очень обидно, когда появились дефекты не сразу, то есть их было невозможно поймать сразу, а появились спустя там 40 минут.
непрерывной записи. И, ну, даже когда вначале тестирую звук, тестировать 40 минут, но это невыполнимая задача. Ой, да, надо же подключить наш тест. Да, он стучится к мобильному телефону, а я его отключил. Сейчас я ему подключу его. Абсолютно верно. Полностью подтверждаю. Сейчас все сделаю. Так, я подключил. Он хочет качать из интернета. Какой молодец. А мобильный уже подключен. Можешь выкачать по кабелю. Escape я сразу нажал. А, я оверлей не запустил. Сейчас. Так, теперь вы еще видите визуализацию, что я нажимаю. Кстати, я хочу порадоваться, поделиться радостью с вами. Может, вы тоже порадуетесь. Вот это, помните, я запилил приложение, которое вот отображает нажатие кликов. На Reddit я запостил об этом. И моему удивлению огромному, кто-то это скачал. Где это скачано 34 раза. Ну, то есть я вам скажу так, вот буквально я занимался хакатоном там часов 20 назад, было 12, и сейчас уже 34 скачивания и две звездочки на гитхабе. Ну, это очень приятно. Вот я не ожидал, что Reddit такой трафик дает там за первые сутки там 1300 просмотров какого-то обычного поста. Ну да, оно специфическое для Linux, для Wayland, для Космика, ну то есть там специфическое такое сообщество может быть. То есть для них нормально, что кто-то написал текстом, и они это читают. Ну для меня это было очень удивительно, и делюсь вот такой вот новостью с вами. 34 скачивания и 2 звездочки. Класс. Хорошо. Поделился радостью. Надеюсь, вы тоже порадовались. Ну, а это мне еще говорит о том, что у меня там есть Pro-версия, а то, значит, эту Pro-версию все-таки надо выкатить в магазин и сделать доступной. То есть, если это кому-то вообще нужно, если кто-то скачивает, то автоматически, чтобы переставало вводить циферки, если вводишь какой-то текстовый пароль, то это за $1, может быть, кто-то и купит. Ну, это так, символически, на $1 и навсегда, ну, как и обновления прилетают автоматически бесплатно, пожизненно. То есть вот такие условия я хочу сделать. Так, но сегодня я хочу... Самое главное, это проверить вот это видео. Так, отлично. М21 снова на кабеле. Забираю исходники в полном качестве. С телефона лучше, чем YouTube. Перекодировка и пересобираю обрезанный ролик. Готово. Файлы в downloads. Так он сам мог пересобрать. Залитый ролик. Полное качество. Пересобран из сырья. Disclosure. Follow all to time. Зеленый FGS баннер. Сырье той же записи для нарезки. Сырье с выдачей микрофона в первых 8 секундах. Сколько инпутов полей, видеолинк и что в них нужно. Location permission, фоновая локация, permission disclosure, all at the time, работа в фоне. Ролик А. Foreground service location user
Initiated Location Sharing. Тоже FGS локация уведомления. Ролик А. Давайте посмотрим ролик, а потом выдача микрофона и фоновая паник запись. Нужен ролик. Так он не записал, да, получается? Я думаю, это просто уже не будем автоматизировать, это просто запишем руками и все. Foreground Service. Media Playback Other. Приложение медиа не проигрывает. Да, у меня там параллельно разработка ведется. Вы уже не удивляетесь, наверное. Smoke тест у меня там запускался. Не видео, а убрать разрешение из сборки. Мы уже убрали. То есть 3 поля тогда у нас. Давайте глянем, что он записал. Вот это наши ролики, и нам подходит FGS, наверное. Ну да, как, конечно, такое видео, он справился с задачей, но это такое, можно сказать, получается, в конце он еще и записал там личных данных, потому что там пришло уведомление. Вот, так что хорошо, что я посмотрел, и это не ушло там на валидацию, чтобы они, может быть, не поняли. Так, значит, надо записать видео. А как мы будем записывать видео? Делаем вот так вот mirror. Я просто вот так вот слистываю. Опускаю вниз. И запускаю тут что-то такое, запись экрана, по-моему. Кстати, настолько старый телефон, что тут записи экрана нету. Наверное, через искусственный интеллект буду делать запись экрана, но я буду сам тыкать, чтобы быстрее было. Так, давайте посмотрим вообще, какая у нас версия нашего приложения. Давайте посмотрим АПКшку нашу. Версия 12. Здесь версия 12. Мне это не нравится, то есть я боролся с этой версией 12, но получается безуспешно. Так, вот 3 поля, которые надо ввести, не 4, как он сказал, а 3. А где у нас получается? Покажи у нас билды, которые у нас загружены вообще в Google Play.
чтобы я посмотрел их номер, версия билда. Я имею в виду, просто открою вкладку подходящую. Так, он открывает подходящую вкладку. То есть он уже забыл про вот эту. Давайте. Это получается... Ну или давайте, пусть оно будет, потому что здесь тоже правильные вещи там показываются. Двенадцатое, 12. Так, ну это все за 17 июля. То есть новое не выкатывалось. Давайте создадим нового агента. Запустим его из нужной папки. Я Ctrl-V нажал вместо Ctrl-Shift-V. Пришлось новое пересоздавать, так быстрее было бы, чем стирать в начале и в конце вот эти служебные символы. Прочитай, пожалуйста, философию, навигацию и SDLC. Смотрите, вот эта вот штука сейчас как поползет. То есть контекст я вывел сюда. Есть у нас такое видео. Лично мне это очень помогает. Прям очень-очень-очень помогает. Вот это вот видео. Cloud Code не показывает степень заполненности контекстного окна. В семинаре CLI исправляем. Я просто получаю огромное удовольствие из-за того, что я сейчас все вижу. Получается... ну, если вы тыкнете в то видео, там в комментариях будет ссылка для вашего искусственного интеллекта. То есть вы просто зайдете туда. Давайте, где там я был. Зайдете сюда. Зайдете в ссылки. Просто тыкните на это, скопируете эту ссылку и загрузите в ваш любимый искусственный интеллект. И она будет работать. То есть он вам все настроит точно так же. Будет вот такая вот красивая строка. Красивая навигация по тому, какая модель, какой контекст, какая степень усилия и насколько забит контекст. Синий для меня обозначает, что он может быть сильно еще новенький, и ему повторно надо загрузить его роль и, знания, как я хочу, чтобы он это все делал. Зелененький — это он рабочий, желтый — это, может быть, надо сохраниться, красный — это, очень высок шанс, что надо сохраниться. Посмотри, пожалуйста, какой у нас последний билд создан нашего приложения, и уже смерджен ли автоинкремент номера нашего version name нашего приложения для Google Play. То есть я не до конца помню, что мы там пилили, но что-то мы там пилили, меняли, и в том числе мы вот выкатывали защиту на вот эту версию имени. Поэтому я думаю, сейчас мы его запустим, чтобы он накатил сюда новую версию, 13-ю.
или 14-ю. То есть там могли уже сборки делаться, просто это не загружалось сюда. Там разработка полным ходом. Я вам покажу. У меня тут еще 3 терминала, и они там. Так, мне нужна от тебя зона разово насовсем. Зона насовсем. И имя репа хакатон. Давайте ему дадим репа хакатона. Значит, меня сервер 2. А потом что у нас? Наверное, вот этот вот оверлей. Да, я думаю, еще вот этот вот по хакатонам. И, наверное, еще по автоматизации Ютуба. Для этих. Ну и пусть тоже он работает. Здесь пока простаивает, но давайте его проверим. Он должен был сюда картинку добавить. Если он добавил. Он не добавил. Почему? Баннер Paperclip уже без free. В ридме и на лендинге. Ридме баннер в шапке. Лендинг. Я не во всех ридме вижу отображение. Так. Ну да, чуть-чуть правим то, что он делает. Но здесь тоже нету. Здесь тоже нету этой визуализации картинки. Вот, какие у меня изменения, получается, произошли, можно так сказать, там в жизни, не в жизни, но проекты стали большие. Если я до этого мог просто запустить 5-6 агентов, то все было нормально, но сейчас я улетаю как-то так жестко в лимиты. То есть сейчас Cloud Code мне подарил на 50% больше недельного лимита. Прошло сколько? Среда, четверг, пятница, суббота идет. Но, в принципе, я еле помещаюсь в неделю. И это мне дали, можно сказать, плюс 50%. То есть то ли Клод начал больше кушать, то ли я эффективнее его начал использовать. То есть я вот зарядил 3 агентов, и они ушли в работу. Да, и мы с вами вот общаемся, мы строим что-то другое. Может быть, да, у меня личная эффективность появилась, но какие инновации? Я экономлю, и вот у меня один разработчик на один проект. То есть если я до этого там 4, 5, 6, они выкатывают свои пиары, потом ловят конфликты кода, потом разрешают эти конфликты. И, ну, мне главное была скорость, чтобы оно побыстрее. А сейчас я такой думаю, катится потихонечку, он что-то делает, и отлично. Вот.
ничего не переспрашивает, никакой гонки коммитов, пиаров нету. Сам разрабатывает, делает, заполняется контекст, обновляю его. Вот, ну, один разработчик, один проект, но просто сразу двигаю несколько проектов. То есть вот так вот, чтобы экономнее, потому что в любом случае их надо двигать. И вместо одного двигаю сейчас сразу все. Так, что-то мобильный закрылся. Может быть, это я его выключил. А может быть, и я его выключил, я не знаю. Так, что мы делаем? Мы смотрим видео. Нет, видео мы уже посмотрели и пришли к выводу, что необходимо записывать свое видео. Дали задачи по нашим разработчикам. Так, это демо судья. Его можно закрывать. О, вот тут уже появилось. А он накатил, наверное, это на... Он опять накатил это сюда. На сайте вот эта иконка, она должна быть вместо вот этого текста, то есть не ниже, а вместо вот этого элемента. Ну и видимость в Гугле появилась достаточно хорошая. Ну, то есть Reddit как-то работает. Так, это build. Вот последние билды. Ну, да, но не интересно. Да, но нет. Все, тогда его можно компакт. Или давайте скажем ему, а сейчас я буду делать компакт, все, что необходимо, тебе зафиксируй в проекте, потому что ты сейчас все забудешь. Так, и давайте идем в наш проект. Сделаем его вот так вот. И здесь это I was kid. Автоинкремент билда. Так, одно расхождение, которое стоит знать. Ой, он тут много написал, давайте так почитаем. Последний созданный билд. Version name 1.0.12. Target SDK собран 06.27. Лежит в Google Play. Консоль как черновик продакшн релиза еще не отправлен на ревью. Лежит в Google Play консоль как черновик продакшн. Это подтверждено снимком, что реально залито. Смотри. Автоинкремент. Version name, да, смерджен и живой. Одно расхождение, которое стоит знать, нашел, говорю. App.json в main, durable, запись показывает 1.0.11. А фактически последний билд в Play 1.0.12. То есть durable запись в App.json отстает на один патч от реального собранного и залитого бандла. Причина билд 1.0.12 инкриминировал серверный счетчик до 12 и собрался на Windows клоне. Ну, зафиксирую, что уже 12, сделай свежую сборку, залей в Google Play, установи на наш мобильный телефон APK-шку и апдейтни из Google Play наше приложение на мобильный телефон.
Я хочу это увидеть, потому что он мне обещает это сделать уже очень долго, и пока что еще никак это не реализовано. Меня это бесит. Давайте посмотрим, что здесь, да. Кликабельно, кликабельно. Хорошо. А не в цвет, ну и ладно. Зато хорошо обращает на себя внимание. Я не буду этим заниматься. Больше не буду. Да, здесь оно как-то гармоничненько, синенький, синеньким. Не везде оно хорошо выглядит. Ну, супер. Этот браузер закрываем. Так, давайте посмотрим наше мобильное приложение. Давайте посмотрим наши контакты. Давайте глянем, какие мы credentials дали вообще Гуглу, потому что мы им дали какие-то данные для входа. Readme обновлен, завожу Behavioral Doc, PSDLC, комичу и мержу. Ой. Память записана, 2 файла, индекс. Он пока это сделает. А что я хочу от него? Может, параллельно, может быть, ты параллельно можешь, пока там занимаешься всякими делами, открыть в браузере, где у нас находится. Мы Гуглу давали какие-то данные, как войти в приложение и посмотреть полностью его функционал. И там был логин, пароль и инструкция. Я не помню, где это было. Ты можешь мне это натыкать в интерфейсе браузера, где это находится? Пожалуйста. Так, committing and pushing publishing. Я думаю, это он просто ожидает, пока там пройдут всякие проверки. То есть я его просто прерву. То, что он уже закоммитил, это уже локально сохранилось. И это уже можно подхватить после того, как он будет укомплектован, укомпакчен, укомпактован. Понял паузу с пушем, принял док закомичен локально в Uber 3, вернусь к нему. Ну вот, да, позже переключайся на браузер. Пока ты все помнишь, переключайся на браузер и помогай мне. Все верно. Тут в Linux нету свернуть все окна сразу, то есть там надо как-то что-то городить для этого. Поэтому докер все равно какой-то живой. Хотя я хотел все остановить. Так, давайте тут заведем новую папку, новый файл, который будет I was did.txt. И туда мы приземлим вот эту информацию, которую мы получим от браузерного. Где мы ее получим? Наверное, здесь.
Давайте прямо сохраним вот адрес, где это находится. И зайдем сюда. Посмотрим. Так, name. Давайте будем записывать, что это name, потом user password. Username and password, да, логично. Ой, куда-то там он начал листать активно. Не-не-не, мне активно листать не надо. Да, спасибо, ты мне уже все сделал, все, что необходимо. Можешь уже дальше продолжать заниматься пиаром, и как скажешь, то я нажму очистить, ну, укомплектовать, сжать память. Так, вот это логин. Давайте Enter тут так отобьем чуть-чуть. Наш пароль тестовый. Кто хочет потестировать приложение мобильное, напишите мне. Могу вас пустить в это приложение, попрактиковаться, если желаете. Так, ну и вот такой вот ответ у нас был насчет того, что yes, this is all the materials for now, as the paid version of the app has not yet been developed. Да, не разработана вообще, не то, что она не залита на Google, а даже еще не разработана. Справедливо и правдиво. Так, хорошо. Он нашел. Это он молодец. А что, я куча всего пооткрывал? Это текстовый файл. Ну ладно, буду открывать только то, что мне необходимо прямо для работы. Это по хакатону, да? Да, это по хакатону можно закрыть. Здесь у нас свернуть надо. Это у нас про запас. Ну ладно, остальное я не буду смотреть. Значит, нам необходимо залогиниться в приложение лучше всего через их аккаунт, который я им дал. Вот зачем мы получали сейчас эту штуку. Да, много тут всего. Наверное, вот это. Давайте так вот. Влево. Наше приложение вправо. Давайте заглянем, кто он здесь. Тут 76 в конце, а здесь нет, какой-то другой. Что делаем? Разлогиниваемся. Sign out. Ну и ждем наши... У нас вообще кодится 13-я версия, или там 14-я, или 15-я? Полный пайплайн понятен. На Linux он ложится один в один. В общем, что-то делает. Не хочу читать. Сегодня уже устал. Будем так. На доверии разрабатывать.
Так, ну вот этот вот неисправленный баг почему-то появился. А как он появился? Ага, то есть он виден только на регистрации. Ой-ой-ой. Вообще как неприятно-то. Да, это высоковато. Подхвати этот скриншот, пожалуйста. Значит, что здесь не так? Вот эта вот надпись iwaskidnapped.com, она впритык находится к элементу bug report, а должен быть чуть-чуть ниже. Сделай его последовательно, то есть как он выглядит на других экранах. Какой путь клиента я проделал? То есть я разлогинился, а после этого я уже залогиниваюсь в нового пользователя, и когда я просто в начальном домашнем окне, там все хорошо. Когда я уже ввел имя пользователя, то тогда я увидел вот этот вот визуальный баг, который я прошу тебя исправить. Так, значит, Ctrl-Home, Ctrl-End. Нет, давайте... Ну ладно, я потом открою файл, где это в интернете. Разработка. Автоинкремент и накатить ААБ и АПК на мобильный. Так, второе, что мы дали, это визуальный баг iwaskidnapped.com налазит, ну, очень впритык находится к баг-репорту. Вот тут вот кнопочка такая есть, точечка. Если я нажимаю Ctrl-Shift-S, Ctrl-S надо было нажать, да, Ctrl-S, оно сохраняется автоматически. Автоматически я руками нажал, оно автоматически сохраняется. Так. Какой наш пароль? Наш пароль вот этот. Давайте мы его введем. Нормальный пин-код. Тревожный пин-код. То есть мы им дали какой-то нерабочий email, с которым у них ничего не получится. И вход уже в него заблокирован. То есть нам нужен какой-то email, который... Давайте одноразовый какой-то все-таки возьмем. Одноразовый email. Давайте копируем. И sign out, и дать новый. Правильное название. Ну, то есть, я не знаю, вот это вот то, что поменяли название, это уже был 14 или 13 билд. А он все еще 12. То есть он, ну, просто залип на 12, на этой дюжине.
Вот и не хочет дальше двигаться. Помню ведь я разработку. Давайте в синеньком двинемся, посмотрим, как там все будет. Давайте сохраним наш документ. Подпишем, что это сейчас, а это старый. Старый нужно заменить. И сохраним на всякий случай. Кстати, очень хорошо, что в русской раскладке сохраняет. Это приятно. Да. Зарегистрироваться. Пин-код первый, пин-код второй. И идем на нашу почту. Здесь нам должны были прислать какое-то письмо. Где же это? Validate. А на английском языке. Давайте нажмем. Тут тоже на английском языке было, на русском здесь. Серверные пришлось прогнать тоже проверки на хардкоды. Так, что у нас мобильное приложение? Оно нас пустило внутрь. Что я хочу сделать? Ну я же буду записывать видео для Гугла, так что давайте тему переключим на такую зелененькую. Наша фирменная. Добавить контакт. Так, вводим номер контакта. Листаем. Ну, тут ничего не надо. И тут незаметные про. Save. И оно сохранилось. Теперь я попытаюсь создать новую вкладку. Открыть ее там, где... Да, я же тут не показываю. Да, не показываю. Открыть ее, чтобы было видно. Перейти в нужную вкладку. Найти это письмо. А я не вижу этого письма. Давайте я буду в спам смотреть. Тоже нету. Плохо. Так, еще по домену. Ну, тревога идет от 2 контактов. Вот тревога идет от 2 контактов. Но нашего
Я здесь не вижу. У нас перестали приходить сообщения от сервера. Спам. Плохо? Плохо. Я не вижу, чтобы приходили сообщения с сервера по валидации и одобрению доверенного контакта. Я хочу, чтобы ты занялся, посмотрел, прислал тестовое письмо. Сейчас я регистрирую нового человека. Ну, то есть validate прилетел хорошо на одноразовую почту. При этом на Gmail наше письмо не прилетело. Я искал в спаме, я искал везде, и нигде его нету. Найди, пожалуйста, этот вопрос изучи и подними уведомление доверенному контакту. Возможно, начни с лимитов. Посмотри, что у нас там по лимитам дневным отправленных сообщений. Может, в этом? Потому что мне одновременно приходит аларм по 3 пользователям. Может, в этом причина? Давайте я... А, прикольно. То есть это не тревога пришла, а другие сообщения. То есть они не повторяются, они были June 24. June 24. Второй запрос. Да. То есть это не очередь постоянных уведомлений, а это были разовые запросы от прошлого месяца. Ну тогда полностью я не понимаю, то есть нету никаких сообщений от send, was kidnapped, show more. Спам. Нету нигде. Есть тут еще кнопка All Mail. Тоже не то. Просто не отправлю. Может быть, я неправильно ввел имя, а я вручную вводил. Давайте посмотрим и введем уже. Давайте удалим. Как раз оттестируем удаление. Вставим уже фактом и отправим. Или тут надо нажать Request Verification. Ой, тю. Да, это отдельная кнопка. Все пришло, все работает. Где наш боец?
надо его остановить. От сервера все пришло, я просто забыл логику нажатия клавиш. Все хорошо, можешь сервак не проверять, все работает. Доведи, пожалуйста, до результата АПК и АБ. АПК и APK and AAB. Да, хорошо. Как я только что видел. Да, вот есть. Accept, decline. Accept. Давайте accept. Там английским, здесь уведомление тоже на английском языке. Самозакрывающееся, да, сработало. Так, теперь идем к мобилке. И тут оно обновится, если что-то сделать. То есть если уйти к файлам, если зайти сюда. Так, дайте я гляну, какие там файлы у меня будут. Я сейчас нажму добавить файлы, там что-то странное будет. Ну отлично на самом деле. То есть здесь у меня последние видео записаны, это как раз то, что небольшое, можно им загрузить, и оно как раз связано с этим приложением. Идет правильная такая вот визуализация. Вот первая уже на облачко загрузилась. Done fully successfully upload to cloud. Слушайте, ну я так построил его, вообще прям конфетка. Прям огонь. Ну, мне нравится, я не знаю, по моему вкусу, конечно, строил. Кто строил, тот и кайфует. Вот, но да, я думал, там две функции, а тут видите, что пришлось наворотить, чтобы одна функция сработала. Хорошо. Я ему так и не сделал summarize. Точнее, как там компакт. ВОЗ, реподок, новое, что обратить внимание. Готово, все зафиксировал в память, хорошо. Он будет компактить. Я что-то думал, что я уже до этого запустил это. Что у нас разработчик? Принято, довожу АПК АБ до результата. Я бы, наверное, паузу сделал и подождал, пока они доведут до результата. Сейчас он уже АБ накатывает самостоятельно. Вот руки, это не я управляю, это все он через провод. Зашел в правильное место. Ну, тут как-то, я не знаю, по скорости оптимизации нету. Хотя там и сами команды передаются не так быстро. То есть там 3 секунды посылается только команда от ноута на мобилку. Что сделать? Ну, во всяком случае, да, что-то тыкает. То есть это уже он АБХу накатывает. АПК он уже накатил через провод. Там уже была правильно инкрементированная сборка. Не 12-я, которая залипла, а уже следующая, 13-я пошла. Я надеюсь, дальше она тоже пойдет. Давай, тыкай open.
А он делает еще скриншоты, чтобы это все увидеть. То есть он не знает, что там есть автоматизация обновления. То есть он вручную пошел. Ну да, вручную это очень быстро, долго. А мы уже сделали там автоматизацию, что из кубиков оно собирается и проходит сразу путь. Но это слишком долго. Я уже помогу ему. Нажму Open. А Бэха у нас 13-я версия. Отлично, хорошо. Так, давайте войдем в АПК для начала и продолжим то же самое, что мы делали. Он заходит через свой аккаунт, поэтому да, я этого аккаунта не узнаю. Уже поправил, хорошо, прикольно, молодец. Сравнительно быстро, когда уже привыкаешь, что один работает медленно, потом уже такой радуешься, он уже это сделал. Да, когда экономишь на лимитах, медленно все происходит. Verified. А тут что за... то есть возможность это редактировать. Угу. Да, пока не реализовано. Баг-репорт. Давайте мы отправим. Приближение для слабовидящих. Ну, нормально. Файлы подтянулись. Настройки. И теперь просим тогда уже записать видео. Напомни, пожалуйста, какие видео надо записать. Я не то нажал. Напомни, пожалуйста, какие видео надо записать. Я вместо паузы нажал print screen. Только ответь коротко, до 40 слов. Нужен мне один новый ролик, микрофон. Я думаю, нет, но ладно. Пусти, пожалуйста, запись, а как только ты пустишь запись, то скажи мне. Я не отправил. Уже за сегодня подустал. Медленный и несосредоточенный. Где-то 20-й час уже. Что-то делаю такое. Подключены 2 телефона. Прочитай. Не надо ничего читать, просто к М21 подключайся, и все. Я бы хотел сказать, там, прочитай там философию, прочитай SDLC, потом думаю, нет. Просто надо это все сделать, натыкать и все.
Запись пошла, окей. Там у меня будут такие личные моменты могут всплыть, поэтому я запись останавливаю. Сейчас просто натыкаю то, что вы уже кучу раз видели. То есть микрофон раздам разрешение, проверю сверху, что оно отображается. То же самое сделаю насчет GPS и пущу панику. Ну, я все записал. Исчерпан лимит 180 секунд. Да ладно, ой, какие 180 секунд? Да ты что? Жесть. Какого дьявола ты, блин, установил лимит 160 секунд? Ты чё, вообще полоумный? Какого, блин, хрена? Конечно, я не успел. Конечно, я там тыкал минут 5 как минимум. Все, что надо. Записывал. Как ты мог вообще лимиты установить? Ты у меня спрашивал про эти лимиты. Ты со мной согласовывал. Демон ты. Прочитай быстро философию, прочитай быстро SDLC, потому что ты меня сейчас жестко нервируешь. Как он мог установить? Ну, просто жесть. Это просто жесть. Я там натыкивал, я там записывал, я там думал, что оно все разрешается, и что теперь? Да пошел ты. Ну, то есть это мне надо заново устанавливать АПК-ху, чтобы все разрешения слетели. А, хотя нет. У нас есть АПК и есть ААБ. Я могу то же самое натыкать в ААБ. И там я еще не залогинен. Это будет тоже хороший вариант. Так, давайте с ним пообщаемся. Смотри, значит, мне необходимо записать длинное видео на 10 минут. Ты мне сказал, скажи стоп, когда закончишь. Я тебе сказал, хорошо. Я тебе стоп не сказал. Ты закончил. Это нарушение наших договоренностей. Пожалуйста, выполняй наши договоренности. Если мне надо для остановки сказать стоп, значит я жду, что ты будешь записывать, пока я не скажу стоп. Никаких лимитов не устанавливай. Мне надо записать это видео. И скажи мне все видео, которые надо записать. Я их буду перезаписывать. Назови мне 3 отдельных видео, которые надо загружать в Google Play. Четко, коротко, без пояснений. Сколько там, по 5 слов на каждый input. Хотя мы сами можем посмотреть. То есть вот foreground service location, foreground service media, микрофон, медиа, playback, location, то есть микрофон, наверное, и location, да?
Background location updates. Что такое foreground? Я не помню. Или не знаю даже такого слова. Что такое foreground? Фоновая локация. Follow all the time. Foreground сервис. Foreground, отлично. Что такое foreground? Опиши 5 словами. Микрофон, GPS. А, вот это GPS-баннер. Все хорошо, ладно. Пускай запись. Сделай чистый рестарт, чтобы в записи был только этот дубль. Старые сегменты уберу. Но тоже не спросил и делает. Он философию вообще прочитал? По-любому нет. Прочитай философию и прочитай SDLC. Да, останавливай. Но у нас не до конца закожено все. У нас АПК почему-то по-другому работает, чем ААБ. То есть через АПК у нас запускается GPS-уведомление о том, что идет GPS-слежка. А ААБ такого нету. Проверь, пожалуйста, в чем разница между АПК и ААБ. Так, 2 долга, которые всплыли, нашел, говорю. Одно ждет тебя, пиар. Давайте примем. Да, действительно заблокировано. Ага, версия, да? Коммитим, мерджим. Че, я не вставил сюда? Так, SSOT, счетчик, version name, не задеплоим на prod, post API, next build, номер 252, в main есть, но prod отдает 404, поэтому все сборки идут онлайн.
Fallback'ом local. Чинится ручным деплоем сервера. Не стал разворачивать живой панический сервер как побочку сборки. Да, конечно, создаешь, чтобы у нас через сервак версия назначалась, чтобы уже никаких вариаций не было с локальными деревьями. А получается, что мы сейчас строим, рассказываю вам архитектурное решение. А получается, если до этого я работал в 5, в 6 в агентах, и каждый из них создает изолированную среду, и они работают от сохраненного репозитория, от мастера. И получается, они создают свой код и делают инкремент. То есть было 11, стало 12. И они не знают о существовании друг друга, о том, что они все создали версию 12, и так вот у нас получилось, там, допустим, 4 версии 12 залито на Google Play. Да, но там есть разница в времени создания. То есть дата создания одна и та же, но время отличается. И как мы обходим это все? Мы делаем возможность отсчета на серваке. То есть, да, локально у них все разрознено, но сервак — единый источник правды, и мы там поднимаем API, специально endpoint для обращения туда и инкременции нашей версии, и тогда каждый из них, работая локально, запрашивает у сервера, какая следующая версия, и сервер им возвращает следующую версию, и так вот оно будет уже работать правильно. Так что вот это, что есть первые данные уже любопытные и противоречат ожидаемому. У АБ все гранты, локации есть, включая бэкграунд всегда, у АПК гранты вообще пусты. Но пустота может значить, что АПК их даже не запрашивает. Различия манифеста, а не выданы. Проверяю запрашиваемые разрешения и объявления в обоих пакетах. Это и есть разница между АПК и АБ. Вначале надо решить вот этот вот момент по мобильному, а потом уже сервак чинить с автоинкрементом. То есть последовательность именно такая. Значит, здесь я так понимаю, что в А, Б все запускается, просто не появляется значок в меню уведомления, такая вот зеленая полоса, и написано: сейчас происходит GPS отслеживание вашей геопозиции. Вот, то есть в АБ такого нету, а в АПК я только что тестировал, там это есть. Вот, поэтому посмотри, что такое с АБ не так, и заново накати мне АПК-версию, чтобы я оттестировал еще раз этот вопрос. Ты он прочитал или не прочитал? Оно должно чуть-чуть левее сместиться. Да, должно. Сейчас сместилось. Ну и вот, да, вот это вот приятненько, что 49%, оно такое зелененькое, легко заметно, и когда в синее проваливается, то заметно, и когда в желтое уходит или в красное, то тоже заметно. Так что я так радуюсь этому.
Пока он тут думает, давайте уделим внимание другим нашим агентам. Тут 5 пиаров он уже выкатил. Уже работает участник, вошедший в свой аккаунт на org, видит форму подачи с подтянутыми имя, email, Discord, баннер «Вы участник». Подайтесь, поправьте при желании. Нужен твой выбор перед стартом. Это самая крупная фича и на критическом пути регистрация участников. Участники в БД привязаны к редакции. Вошедший июльский участник про август не знает. Сделаем аккуратно на той же безопасной базе опознания по сессии. Один продуктовый вопрос. Ты описал 2 варианта, они разной сложности. Вариант А проще, ниже риск. Вошедший июльский участник на Apply видит карточку август. Открыт. Присоединяется с твоими данными. Сводку данных, один клик. Дальше переносит все. Август. Справка потом через профиль Ми. Вариант Б, как ты описал дословно. Показываем всю форму регистрации, предзаполненные его данными. Он правит, что хочет прямо там. Дальше дороже, больше, большая форма, apply, перенос, но справка до вступления. А ты знаешь, вот имена, они могут быть различные. Поэтому давай мы будем делать так, идентифицировать сразу по 3 признакам. Первое – это пусть человек введет свой email, мы же email собираем, и это вот такой вот уникальный признак. А если человек ввел email... Нет, давай так. Мы будем спрашивать, уже ли человек зарегистрирован, и если он уже зарегистрирован, то будем вот такие вот 2 кнопки. Я уже зарегистрирован. Как же так сделать? Давай у людей будем просить email, потому что я боюсь, что по имени может быть дубль какой-то, а по email будет четкое соответствие. То есть если человек ввел свой email, и мы его уже видим, то получается я не знаю, как надо сделать. Есть ли у них пароли уже в системе? Давай, может быть, человек сможет ввести новый пароль. Это вот такая вот одноразовая акция. Дальше у человека уже все будет заполнено, и мы предлагаем ему изменить данные или дозаполнить, если он хочет. Или просто нажать участвовать в августовском хакатоне. Давай как-то так. Так, тут как двигаемся дальше, тоже у нас спрашивает. Один сделал, второй разведка. Находка по скринки снимает мой прежний страж, другой стек. Хотя продукт на
C/GTK4 gate машинерия у него нодовая, скопированная с эталона. ТМДД, значит, номер 41 тест, там строится тем же паттерном. Так, как двигаемся дальше? Реализация стала более механической, паттерн доказан, helper отлажен уже с Redback 16, каждый следующий рэп, свежий work 3, адаптирую helper, self-test под его test all, pre-push, полный сделал Seagate. Нравится мне то, что он говорит, хорошо. PR, dog food merge, вопрос темпа, гнать все 4 оставшиеся подряд. Сейчас каждый тяжелый, гейт один. Да, сразу выполняй все последовательно, ничего у меня не спрашивай, так что гони, да. Доводи все 4 до результата без остановок. Спасибо. Ну, нормально, то есть один прошелся, посмотрел и задал мне вопрос, там типа остальные делать. Ну, это неплохо. То есть сколько их тут будет? 4. Для 4, если он накатит, если он не остановится на втором, то это будет очень хороший результат. Мне это будет очень нравиться. Я ему сказал хоть стоп. Да, останавливаю. А что он мне так много написал? Отличная новость, важная правка. Свежий 13-й прилетел. Плей вообще нету. Ну, мы еще разрабатываем, то есть он там по-своему что-то изучает проект, старается быть полезным, но прямой задачи не было. Ну да, агентность. Вот так вот хорошо. И везде я вижу спокойненькие, что вот тут вот контекст 46, 39, 36, 52. То есть везде зелененькие, это приятно. То есть я уже спокоен за эти проекты. Так. Проверил прод по факту. Отправка писем не настроена. Из секретов есть только... Так. Одно важное правило безопасности. Ввел email, задал новый пароль, все заполнилось. Участвую без проверки. Что email твой? Это дыра. Любой, кто знает чужой email. А их видно в командах. Discord. Email не виден в командных дискордах. Так, пароль у людей уже есть. Давай мы просто тех, кто уже залогинен и с паролем, мы просто также будем пускать. То есть они сейчас без пароля заходят, то есть также мы будем пускать. И на нашей стороне, наверное, заведи такое правило, что могут войти или по имейлу, или по, ну, или по имени, настоящему вот этому вот имени. Так что вот это вот единственное на нашей стороне сделай, и все. Ну, что он пишет, продолжение следует, я ж такого не говорю. Бывает вообще какую-то рекламу там пишет. Делай вариант 1, безопасно работать сразу, ровно твоя идея с email.
Слушай, ну если кто-то угонит аккаунт, ну угонит аккаунт, и чё? Человек, у которого угонят аккаунт, он мне напишет и скажет, восстанови мне пароль, я ему восстановлю пароль. Как, как, какие вопросы? Просто делай, как я тебе говорю, и все. Так, а этот пошел уже выполнять? Да, этот пошел выполнять. Здесь, да, только получается второго не смог выполнить без общения со мной. Ну, я не против. То есть я взял риски на себя. Вот сейчас уже пошла визуализация раздумий. Это хорошо. Сервер у нас тут что-то тоже выполняет. М, Телефон залочен. Занимайся пока что только телефоном. Мне нужно, чтобы на ААБ тоже появлялась вот эта вот плашечка. Без нее я не могу отправить на проверку в Google. А остальное по серваку можем потом доделать. Это не, ну, не срочно. Водяной знак 13. Я выкатил 13. Значит, сид должен быть 13. Следующий серверный 14. Иначе первый вызов даст 13 дубль. Побочно в App Version на проде лежит тестовая 9.9.9. Это фича in-app update, последняя версия. Окей. Ну, тут пусть занимаются, потому что здесь управлять нечем, просто они должны доделать и все. Так, тут уже интересное пошло. Тут уже наш Клауд взял под управление телефон. И уже просто пробует там что-то сделать. Сказал, что сам будет смотреть глазами. Точное всегда. Смотрит локейшн. Ну, не знаю, какая разница, то есть что включено. Всегда или не всегда. Ну, включено всегда, ну окей. Ну, не включено. То есть на ПКшке вот эта плашечка появляется, а на АБ не появляется. Ну, кстати, да, если сборка абсолютно одинаковая. Код абсолютно одинаковый, значит, разница в Гугле, который это переподает через Play Market. Давайте параллельно проверим через браузерного агента.
Скажи, может ли быть разное поведение через АПК и ААБ через Google Play? То есть на АПК вверху уведомление о том, что ведется запись, отрабатывает хорошо и корректно, а вот когда уже пропущено через Google Play, то оно как-то отрабатывает некорректно. И я хочу узнать, почему. Ну, то есть вот может ли сам Google Play ломать сборку? Давайте поищем через браузерный. Ну да, казалось бы, мало агентов запускаю, там два работают, тут один, третий работает, вот тут вот четвертого пускаю. Ничего не видно. Слишком маленькое пространство для него. Нашли глюк у антропиков. Плохо адаптивная верстка. Так, что у нас тут? Ключевое различие установок: АБ обновлен поверх старой версии, АПК свежая установка. Ну, интересная гипотеза на самом деле. Хотя апдейт должен ведь накатывать новую штуку. То есть у него гипотеза такая, что разница в том, что АПК была полностью uninstall, потом полностью install. И может есть смысл сделать то же самое с ААБХой. Но это свежая идея, да, то есть других каких-то нету. Поэтому то, что у него хоть какая-то идея появилась, это уже круто. Да, поведение реально может отличаться, и это не случайность, АПК, который ты ставишь напрямую, и то, что раздает Google Play из твоего ААБ, это физически разные наборы файлов. Play не ломает сборку в смысле порчи, но модель доставки другая, она скрывает баги, которые на универсальном АПК не видны. Два главных механизма. Play переподписывает приложение PlayApp Signing при загрузке АБ Google. Переподписывает ее своим app-ключом. Твой локальный APK подписан upload или debug ключом, но есть SHA сертификата, то есть SHA другой. Это ломает все, что завязано на подпись Play, Integrity, Safety Net, Firebase, Google Sign In, SHA One, Mismatch, любые нативные проверки, сигнатуры. Ну, непонятно, как это связано. У нас GPS-плашечка. Собери девайс из свежего АБ через Bundle Tool и поставь их. После этого ADB Locus покажет, что и реально падает при старте сервиса и постановке уведомления. Ну, яишко, да, фильтрует.
Задает вопросы. Ну, вопросы правильные, но я не знаю, как нам это поможет. Форстоп не помог. FGS все равно не стартует. Возникла сильная гипотеза. Старт Heartbeat называется только при свежем коде sign-in, а не при пин разблокировке в перезапуске. Тогда свежий АПК требует полный вход. Обновленный ААБ просто перезагружается. Плюс пин. Смотри, мне понравилась твоя идея насчет анинсталла. Давай просто анинсталим и заново установим эту сборку из АПК, из ААБ. Давай это сделаем. Запусти автоматизацию там, где апгрейд делается, а я пока удалю приложение. Так, надо держать левой и uninstall. А я его не запустил, escape надо. У него, да, хорошая идея была, мне понравилась, то есть попробовать просто начисто снести. И получается, если это пользователь будет накатывать, то у него раньше этого приложения не было, и у него наш фикс сработает, потому что это будет впервые установленное приложение, и дальше оно уже будет работать. Потому что он делал force stop там какой-то, и ну, чем полезно, вот, что человек находится здесь, рядом с компьютером, и наблюдает, что делает искусственный интеллект. То есть вот он высказал какую-то прикольную идею, а потом забыл ее и начал тестировать что-то другое. И я вот смотрю, что он хотел бы удалить приложение, но вместо этого он делает force stop, потом говорит, что force stop у него не получился, нету результата. Ну, какие-то такие вот моменты. Вот, в то время как надо было просто выполнить его гипотезу, чтобы протестировать. Вот, и поэтому я помню, что он предложил, сказал. И мы сейчас попробуем это все реализовать. Снимай, пожалуйста, данные с телефона, что тебе будут показывать, а я буду залогиниваться и пускать тревогу. Вначале выполним какие-то там простые действия. Простые действия я имею в виду, что надо залогиниться в где-то текст. Просто залогиниться надо для начала. И заодно проверим, подскакивает ли неприкольно наша флажка вот сюда вот. Уже отступ есть, хорошо. Допустимо. Дождемся у него, когда он скажет, что все окей. Ну да, и можно вот здесь вот глянуть. 13-я версия сборки. Чистая, теперь я на премию, ты логинишься и пускаешь тревогу, я снимаю данные с телефона. Ну, вначале давай я включу... GPS уже enabled. Разница в данных какая. Там кажется, что разрешен.
А здесь написано, что не разрешен. Так. Пускаем тревогу. Происходит фото. Да, я запустил тревогу, и вот что там с GPS, он вообще включился, он отслеживается или нет? Давайте остановим тревогу по его команде. Ой, ну хорошо, что я еще не остановил. Я на приеме. Что такое на приеме? Я думал, что он уже запустил все мониторы. Давайте еще раз нажмем. Давайте протестируем всю систему. GPS вроде бы уже ок. Валяется здесь. Ну да, все правильно. Ну, я его торопить не буду прямо именно сильно. То есть, да и да. Визуализация, вот это мне нравится. То есть я видел, что там было 50, 60, 63. И я спокоен, что мы не оборвемся на каком-то неизвестном месте, как вот здесь вот просто один агент, один монитор, bypass permission on. Непонятно. Разрешение локации сейчас при использовании. Не всегда. Ну вот мы же используем. Так, GPS включался разово. Тревога сняла один фикс локации 2 минуты назад и отправила, то есть начальную геопозицию. Контакты получили, но не отслеживание непрерывное. Но это по IP-шнику отслеживание, а GPS там. Уведомления для приложения отключены. Allow notice fails. При анбординге этого свежего аккаунта ты не выдал разрешение на уведомление, без него плашка не покажется в принципе. Так как это так? Правой кнопкой я как-то провалился аж в другое приложение.
Ну, давайте потыкаем, где-то там, может быть, еще есть. Да, вот здесь вот Notification Allowed. Ну вот скриншот Notification Allowed. Посмотри, ты не выдумывай то, что важно нашел, это все хорошо, но реши конкретную задачу, которую я тебе дал с АПК. А давай так, я сейчас попробую сделать то же самое на АПК, а ты посмотришь, получается или нет. Нет, ты неправильно понял. Проверю после включения уведомлений. Они были включены всегда. Твой предыдущий вывод о том, что они были выключены, это неправильно. И даже если они выключены, то невозможно выключить плашку GPS, который включен. Так, вроде бы он запустил монитор АПКшки. Давайте тогда запустим. Вот наша АПКшка. 13-я версия сборки. Очень важно. Ну, предыдущая просто была 12-я. Если бы мы не знали, что то 12-е, то мы бы так и тестировали какое-то старье. А так хотя бы знаем, что новая современная наша последняя сборка. А ты следишь за АПК, да? Все нормально, все хорошо? Да, слежу, хорошо. Окей. Включаем GPS. Да. While using the app. И пускаем I was kidnapped. Don't allow. Don't allow. Alarm is already running. Запрашивает у меня пароль почему-то. Но я тоже сейчас не вижу, чтобы эта штука появлялась. Сейчас здесь тоже не появляется, хотя раньше появлялась. То есть я не понимаю, что произошло. Да, тут как залез я, конечно, в разрешение эти. Думал, простое приложение, простая функция. Если то, а тут куча нюансов. Включен ли тумблер геолокации? Да, включен. Вот он, постоянно был включен. О,
Вот факты, он все объясняет, ничего не сломалось. На ПК сейчас access background location granted false. Там другой кнопки нету, кроме как при использовании. То есть при использовании это самое крутое разрешение, которое для GPS доступно. Сейчас пока покопаюсь, конечно, еще глубже. Давайте через монитор покопаюсь. Получается, вот это у нас самое такое... Мы попадаем сразу в настройки. Location. Location. Follow all the time. А ты знаешь, у меня, когда автоматически запрашивает приложение, то оно у меня запрашивает только среднюю настройку. А когда я зашел уже внутри самого приложения, то там есть такое разрешать все время. Но в самом приложении мне такого выбора, по-моему, не давало. Сейчас я тестирую. Ну, даже мне ставить тебе текст. Хорошо, location, допустим. Мы location all the time. Возвращаемся в приложение, возвращаемся. Включаем. Не разрешить. Окей. 1.1. Sign in. Все равно плашки нету. Идем в настройки. Открыть настройки. Permission. Location. Постоянно. Ну, то есть от этого не зависит. Я принудительно вручную поменял на location включено всегда, стартовал тревогу, но ничего не изменилось. Давайте отмену тревогу, чтобы она там не слала лишние сообщения. Снимаю решающий срез. Ну, давайте проверим, точно ли выданы разрешения там и выданы ли они навсегда. Да? Так, alarm set, 1 контакт, файла 3, delivered emails 1. Уведомления нету сверху. Но было ведь, вы помните? Я снял это решающий спор. Фон теперь выдан. Access background location granted true. И при этом FGS все равно не запущен. Плашки нету. Значит, ты был прав. Я раньше ошибался. Дело не в разрешениях. Но я тоже ошибался, потому что я думал, что АПК работает, а АБ нет. Оба упали.
Все условия выполнены, фон всегда precise, уведомление в вкл, а сервис не стартует. Это реальный баг запуска. Можно перезагрузить просто телефон. Давай я попробую простой фикс, я просто перезагружу телефон. Может, дело в телефоне. Давай, разумный шаг, перезагрузка чистит системное состояние. Ну да, то есть работало же, и что-то изменилось. Я цепляюсь за то, что только что работало на АПК, потом перестала работать на ААБ, и я думал, что это просто на ААБ не работает, потом вернулись на АПК, и на АПК тоже перестало работать. Поэтому, возможно, это действительно что-то связано с какими-то другими вещами, чем код. Может быть, это действительно гипотеза, что это просто телефон шалит. Шалитов. Ему расшифровывать. Ладно, продолжай задачу, которая у тебя была до этого. Я тут пока покопаюсь, подумаю, что тут можно сделать. Ты рассуждаешь абсолютно верно. Это ключевая люка, один и тот же АПК, тот же бинарник. Сначала показывает плашку, потом перестал. Код не менялся, значит, дело не в коде и не в сборке. Да, хорошо, что я правильно рассуждаю, от этого только не легче. То есть все равно выкатить не можем это приложение на тестирование. Телефон пока перезагружается. Хотя у меня же есть еще второй телефон. И я могу попробовать на втором телефоне это сделать. Это, кстати, тоже хорошая гипотеза. Дай мне, пожалуйста, ссылку на наше приложение. У тебя там в автоматизации по апдейт ААБ есть ссылка на то, как зайти в наше приложение, чтобы его скачать. Дай мне, пожалуйста, его на экран. Так, запускаю мобильный телефон. Он подготавливает старт. Я захожу в него, листаю на нужное место. То есть при отключении он просто крашнулся. Это даже классно, что он не требует 1.1. Запустить тревогу. Появилась. Только я не знаю, как ее глушить. Получилось, все сработало.
То есть она запускается корректно, а может быть, я ее как-то завершил некорректно, и поэтому она не появлялась. Так что полноценно занимайся тем, что ты по проекту там делал, автоинкремент. Так, а я опять не знаю, как мне остановить эту трансляцию. Логично, что при двойном выключении она должна останавливаться, наверное. Но нам для подачи на Google достаточно, что она стартует. И поэтому я, наверное, буду делать запись только о том, что она стартует. Попробую задержать пальцем. И так она, может быть, остановится. Settings. Notification categories. Ну, то есть у нас все сделано классно, качественно и хорошо. То есть мне нравится. Пытаюсь остановить эту тревогу. Хотя это не тревога, это же просто GPS-история, которая включена. А как ее выключить? То есть, допустим, если я отзову право у GPS, оно отозвалось или только кликнулось? Я туда не могу провалиться, да, и сейчас оно вроде бы отменено, но это фактически не изменило здесь поведение. То есть принятие работает, а мы обнаружили, что есть баг отмена разрешения. Давайте вручную отменим. Ну и сразу исчезло, так что все корректно. Ну что, это уже можно записывать. Давайте попробуем это записать. Опусти запись видео с мобильного телефона и не останавливай, пока я не скажу. Размышляет. Ставлю чистый дубль под микрофон. Не знаю, что он говорит. Раз оно уже выдано, диалога не будет. Микрофон сброшен. Вот он что. Нет, мы будем писать не только микрофон, мы будем писать и GPS, и микрофон, и разное. Так что, ну, все нормально.
без остановок, снимая никаких ограничений на 180 секунд. Жесть. Он опять мне поставил потолок 180 секунд. Я бы опять все натыкал, он бы ничего не снял. Получается, у нас есть настройки, которые надо включить, и которые через наш выбиралку не работают. Сейчас опять не сработало уведомление. Но мы уже знаем, как лечить. Надо перезагрузить. Дело в телефоне, а не в коде. Может быть, в коде проблема, но я не знаю где. Так, наш этот чувак нормальный, двоечку ему поставим. Претензий к нему нету, к нашему разработчику. Пусть будет двоечка. Тройка или нет? Фактически он придумал... А нет, я придумал. Он придумал uninstall, который не сработал, а я придумал перезагрузку. Ну да, так что еще одна польза человека. Мы пока что рулим. Пока что еще полезные. Но они уже очень-очень-очень умные. Может, они нам поддаются, чтобы мы чувствовали себя на своем месте. Они выполняют сложнейшую работу на высоких скоростях, а потом нам такое: ну, ой, я стул не могу передвинуть, ой, даже не знаю, как это передвинуть стул. Вот, может, они нам, наоборот, придуриваются. Сделай стоп. И опять запусти запись, чтобы она тоже была неограниченное количество раз. И просто запусти запись, и не надо никакие настройки там шаманить. Один сегмент, запись меньше 180 секунд. Спасибо за просмотр. Какое, блин, спасибо за просмотр. Да, короче, мы не будем этим пользоваться. Надо мне останавливать запись и уходить в проверку на другом телефоне. Он не может нормально записать. Он говорит: ой, не финализирован. Запись потерялась. Окей, буду записывать, прерываюсь. Вроде бы получилось записать видео. Было не с первой попытки, но получилось. Я понял, там надо было принять просто все надо было принять все галочки. Тогда вроде бы получается.
Так, что это мы уже подались или еще нет? Список изменений, все сходится в what you told us, вижу наши правки, декларации, бэкграунд. Ага, то есть есть какая-то ошибка одна. Что он там говорил? Один ищенный блокер SDK Revenue Cut имеет пометку разработчика, делает лишние API-вызовы. Обновитесь. Дается 90 дней после сабмита на Update SDK. Есть кнопка. Ну, нормально. То есть можно, так сказать, игнорировать это. Надо указать причину, отмечу правдивую. Публикация сейчас важнее. Уже есть план это починить техдолг на обновление Revenue Cut. А как я понимаю, Revenue Cut это про платную, про подписку, которая у нас еще не реализована. Ну да, и если они пусть хотя бы посмотрят, то пилим, может они скажут, все в корне не то, вообще не подходит, не делайте такого больше, таких приложений. Вот. Ну, может скажут, что вот тут запятую поправьте. Так что в зависимости от того, как они откажут. Ну, я думаю, что в любом случае вначале откажут по какой-то причине и что-то скажут доделать. Но какого уровня правки будут, посмотрим. Финальное подтверждение send 10 changes for review. Ревью обычно до 7 дней подтверждаю. Отправлено на ревью Google. Заголовок сменился на changed in review. Тост внизу 10 changes sent for review. Фиксирую состояние. Память проект, чтобы не потерять. Готово. Приложение отправлено на модерацию Google. Есть изменения, отправлены на ревью. Статус. Изменения на changes in review. Так. Продукт релиз 1.0.13. 344 3036. Заменил в черновике старый бандл. Quick check 14 минут, потом уходит в очередь ревью Google. Ревью обычно меньше 7 дней, так как Managed Publish выключен. После аппрува приложение публикуется автоматически в Production. Волнительно, прикольно. И станет доступно для скачивания. Вот где мне надо будет, с одной стороны, попытаться там доубрать какие-то моменты, которые я уже видел, когда записывал видео для Гугла. Откатить до конца отправки можно. Remove changes, Publishing Overview, Location Permission, Location, микрофон, Media Playback, техдолг, который всплыл, зафиксировав память, Revenue Cat, помечен Google как лишние API вызовы. Когда лишние, а когда и пригодятся. То есть мы как раз после этого должны накатить Pro-версию. Так, Foreground Service Media Playback все еще в билде, закрытый честным описанием. Заведу чип на обновление Revenue Cut, у него жесткий дедлайн. Один важный момент напоследок. Корректирую свое же раннее предложение, не делай ролик.
приватными на YouTube. Они должны оставаться unlisted, пока идет ревью, иначе ревьюер Google не сможет их открыть, и декларация завалится. Раз ты решил, что креды в кадре ок, они и так у Google в App Access, просто оставь как есть до конца модерации. Это приложение oskidnapped.com, а версия такая-то подана на ревью Google. Все заполнено, submit нажат, дальше ждем вердикт Google меньше 7 дней. После аппрува опубликуем, публикуется само. Статус и техдолг зафиксированы в память. Чипный Revenue Card создан. Поздравляю, довели до результата. Ну, прикольно, да, хорошо, интересно. Давайте уберем это. Посмотрим. Start Full Rollout. Это откат, наверное. Production. Ракета такая прикольная. Страна одна. США. Язык. Пока английский, но там, по-моему, у меня реализовано языков 15. Так. Tools and App. Так, а где он увидел, что уже подано? Publishing Overview. CN Overview. Давайте на русском почитаем. Обзор деятельности, внесенных в ваше приложение. Так, изменения в обзоре. Ваши изменения находятся на рассмотрении. В ходе проверки вашего приложения мы можем обнаружить дополнительные проблемы. Все, я увидел. Вот этот вот check mark. Your changes are now in review. We may find additional issue when reviewing your app. Ну, отлично. Наконец-то получилось хотя бы отправить. То есть хотя бы начать работать не над тем, что я думаю, нужно, а над тем, что Google думает. А то, что Google думает, ну, наверное, это важнее. Для публикации точно. Но мне кажется, что те моменты, которые я правил, они для пользователей могут быть важны. Хорошо, спасибо. Мы с вами от начала создания этого приложения, но оно такое не слабое, скажем так, не слабое, довели его до результата, что оно уже публикуется где-то. Начиналось с какого-то простого, сейчас это уже такой, ну, я бы сказал, что не маленький гигант, но маленький гигант, да. Вот, желаю вам финансового благополучия, повышайте вашу IT-насмотренность. Спасибо, что делаете и повышаете эту IT-насмотренность с нашим каналом. Будьте счастливы, как я сейчас в этот момент, когда вот мы уже отправили это приложение на проверку, и создавайте отличные IT-продукты. Хорошего вам дня.